Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я покажу вам, как связать вот такой стильный сетчатый узор, который вдохновлен легендарными моделями Брунелло Кучинелли. Эти джемперы уже давно завоевали любовь модниц по всему миру благодаря своей легкости, элегантности и минимализму. Наверняка многие из вас уже вязали этот узор, пробовали или же видели его. Я же в своем видео хочу показать, на мой взгляд, самый простой вариант исполнения этой сетки. Вот так она выглядит, она достаточно объемная. Сейчас постараюсь вам показать это. Чем-то напоминает узор соты. И вот таким образом она смотрится. Она одинаково выглядит, что при вязании снизу вверх, что при вязании от горловины. Вот так выглядит ее изнаночная сторона. По изнаночной стороне вот еще более отчетливо видна объемность этого узора. Вот так она выглядит. Сразу хочу заметить, что расход пряжи для вязания этой сетки, он превышает расход обычной сетки. При стандартной плотности вязания расход для изделия приблизительно такой же. Если вы вяжете изделие лицевой гладью, время от времени у вас проскальзывает узор со жгутами. Не полностью связан с жгутами, конечно, но немножечко они присутствуют. Приблизительно это вот приблизительно такой расход уходит на изделие, связанное полностью вот такой сеткой. К примеру, если у меня на джемпер просто лицевой гладью уходит где-то 400 грамм, то на джемпер точно такой по размеру, но связанный вот такой сеткой, мне нужно 450 грамм. Это такие мелочи, которые могут быть полезны при выборе узора и подбору пряжи. Что еще хочу сказать по поводу пряжи. Я читала и слышала, многие писали об этом узоре, обсуждали его, и многие сходятся во мнении, что для его вязания лучше подходит объемная пряжа. Но я с этим узором связала множество изделий, также провязывала образцы из разной пряжи, из тонкой, толстой, даже фактурной и ленточной. И вот какие я сделала для себя выводы. Этот узор красиво и гармонично выглядит во всех этих видах пряжи. Здесь большую роль, с моей точки зрения, играет именно состав пряжи, а не текстура и толщина. К примеру, в хлопке мне абсолютно не понравилось, как выглядит этот узор. Но это мое субъективное мнение, повторюсь. А вот в пряже 50 на 50 хлопок с акрилом узор лег великолепно. Также красиво он выглядит из льняной пряжи. Но мне лично особенно понравился, как этот узор смотрится в шерсти. И именно из нее связан вот этот образец. Этот образец вообще я вязала для нового джемпера, чтобы посмотреть, как ложится пряжа, как ложится узор в этой пряже и какой расход приблизительно будет для вязания этого изделия. Вместе же с вами я буду провязывать этот образец из полухлопка, чтобы вы могли сравнить очень похожие по текстуре пряжи, но разные по ее составу. Схемы в этом видео не будет, так как показать, как провязать 3 петли, намного проще и информативнее будет, нежели составлять схему, которая получится понятной и доступной для каждого. Итак, давайте приступим к самому процессу вязания этого узора. Я подобрала для образца пряжу очень похожую по толщине. Как я уже сказала, единственное отличие – это состав пряжи. Здесь у меня идет 60% шерсти, 40% кашемира. Здесь пряжа 50 на 50,
хлопок с акрилом. Метраж здесь идет и в той пряже 250 метров в 100 граммах. И на спицах я также буду вязать его одинаковых, номер 3,5. Раппорт данного узора составляет 3 петли и 4 ряда в высоту. Я для показа образца набрала 12 петель, здесь 9 это 3 раппорта узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Далее провязываю установочный ряд. Установочный ряд провязывается полностью изнаночными петлями. К этому узору, с моей точки зрения, опять же, таки лучше всего подходит минималистичная какая-то обвязка. И мне очень понравилось, как выглядит здесь резинка 2 на 2. Самый вот такой простой, распространенный способ обвязки, но выглядит очень шикарно и элегантно. Итак, я провязала установочный ряд. Первый ряд узора. Кромочную я просто переснимаю. Далее я провязываю 2 петли вместе лицевой. Петли на спице у меня открыты, то есть вторая дужка смотрит на меня. И провязываю я их 2 вместе вот таким вот образом. Первую петлю я сбрасываю со спицы, а вторая у меня остается на спице. Далее я вот эту оставшуюся петлю и следующую лицевую разворачиваю на спице, чтобы они были расположены первой дужкой ко мне, то есть классически. И провязываю вот таким образом их 2 вместе лицевой. Далее делаю накид и повторяю. 2 вместе лицевой с наклоном влево, провязала петлю, первую петлю я сбросила со спицы, вторую оставила, далее вторая и третья петля, я их разворачиваю классически и провязываю также их 2 вместе лицевой, но уже с наклоном вправо. Делаю накид. И еще один раз повторяю раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, первую петлю сбрасываю, вторую и третью разворачиваю классически и провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаю накид. Дальше у меня остается на спицах еще одна петля, это петля симметрии. Я ее провязываю просто лицевой петлей. Далее ряд заканчиваю кромочной. Разворачиваю работу изнаночной стороной и все петли провязываю изнаночными. Накиды также провязываю открытой изнаночной петлей. То есть у меня идет вот 2 изнаночные петли. Накид провязываю открытой изнаночной петлей, чтобы получалась дырочка. 2 изнаночные, накид открытой изнаночной петлей. И таким образом я вяжу до конца ряда. Кромочную я, как правило, провязываю изнаночной скрещенной. Далее третий ряд. Как видите, сам узор идет в шахматном порядке. Как я провязываю третий ряд? Кромочную я переснимаю. Далее я провязываю 1 лицевую петлю, обычную лицевую петлю. Делаю накид и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую и третью разворачиваю так, чтобы на меня смотрела первая дужка петли. И провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше делаю накид и повторяю 2 вместе лицевой с наклоном влево, первую петлю сбросила, вторую и третью развернула классически и провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, первую сбрасываю, вторую, третью
разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать ряд. Дальше ряд просто заканчиваю кромочной петлей. Так как у меня накид был перед убавлениями, значит в конце ряда я накид не делаю. Здесь нужно следить, чтобы количество накидов и количество убавлений совпадало. Четвертый ряд я также провязываю полностью изнаночными петлями. Накиды также провязываю открытой изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Накид открытой изнаночной, изнаночная и кромочная петля. Я провязала полностью раппорт узора. Далее повторяется вязание с первого ряда и чередуется. Это то, что касается вязания поворотными рядами этого узора. Если же вы вяжете его по кругу, вам вот эта лицевая петля симметрии будет не нужна. Вы набираете просто количество петель кратное 3 и провязываете. Вешаете маркер, и вы от него отталкиваетесь. Первый нечетный ряд вы начинаете вязать 2 вместе накид и так далее, повторяя. Следующий, третий лицевой ряд вы провязываете, начиная с накида. Накид, 2 вместе накид. И таким образом чередуете ряды. Получается очень красиво и просто. Надеюсь, этот узор вам понравится и вы нашли тот идеальный способ вязания сетки Кучинелли. Спасибо, что провели это время со мной. Всем хорошего дня и до встречи на канале!